Привет! Сегодня хочу рассказать, как я вышивала банан по мотивам работы Энди Уорхола. Сначала хотела сделать вышивку на одежде, но потом решила, что для моей задачи больше подойдет брошь. Мне очень понравилась идея иллюстрации Энди Уорхола на обложке для виниловой пластинки. Там нужно было потянуть за иллюстрацию банана, и внутри оказывалась серединка. В стиле поп-арт, конечно. И я сделала такую брошь. То есть можно открыть банан, как вы открываете банан, открыть сверху, либо снизу. Получается очень забавная поп-арт брошь. Мне понадобится фетр розовый и желтый, а также нити мулинет нескольких розовых оттенков, а также желтый и черный цвета, искусственная кожа для задника броши и сама булавка. Для начала нужно сделать эскиз банана. Посмотрев на оригинальную работу и сверяясь со фруктом, рисую светотеневые участки. Ощущение, словно фотографию обработали черно-белым фильтром. Теперь переношу рисунок с помощью копирки на фетр. Сначала обвожу иллюстрацию на желтый фетр, а после на второй кусочек розового материала переношу эскиз сердцевины банана. Вырезаю до удобного для вышивания размера и подбираю цвета мулине для вышивки гладью. Создаю черный контур с помощью контурного шва. Подробнее об этой технике можно посмотреть тут. Вкратце делаю стежок, вывожу нить наверх и делаю следующий стежок в середину уже сделанного. Для контура беру 2 нити. При таком количестве делать проколы сквозь фетр легко, а сам контур выглядит очень хорошо. Теперь настало время вышить все черные пятнышки. Можно делать это вообще в свободной технике, направляя стежки в разные стороны. Я в итоге решила делать тень с помощью вышивки гладью. В процессе работы стараюсь делать стежки в одном направлении. Как только с черным цветом закончила, приступаю к желтому, заполняя им весь оставшийся фон. Тут, кстати, я задумалась о том, что, может, стоило сделать сначала желтый фон, а уже после вышивать черные тени. Кто вышивал подобные работы? Мне очень интересно услышать ваше мнение. Как вы считаете, лучше вначале вышивать мелкие детали или оставить их на потом? Для того, чтобы бананчик можно было открывать с обоих сторон, и чтобы при этом он держал форму, нужно сделать проволочный каркас. Для этого беру проволочку и сгибаю ее по форме вышивки, пришиваю. Теперь приступаю к сердцевинке.
Так как я делаю банан в стиле поп-арт работы, то и серединка имеет яркий розовый цвет. Вначале делаю контур и черточки темно-розовым мулине, а далее заполняю оставшиеся участки светло-розовым цветом. Аккуратно вырезаю вышивки, старайтесь не задеть нить, иначе придется подклеивать и подшивать. Примеряю вышивки друг к другу, вроде все подходит, и даже уже сейчас можно увидеть основную идею броши. Вырезаю обратную сторону для кожуры из фетра. Для серединки вырезаю оборот из искусственной кожи и уплотнитель, к которому пришиваю булавку. Далее делаю надрезы в коже и вставляю булавку. После этого склеиваю оборотную сторону сердцевинки банана и задника. Также подклеиваю вышивку к ажурке банана и задника. На этом этапе можно было бы и остановиться, но я решила обработать край американским способом с помощью матового черного бисера. Пока что мне очень нравится, как выглядят вышивки при таком способе оформления. Подсказка про этот способ появится выше. Набираю бисеринку, прокалываю вышивку снизу вверх, выхожу через бисеринку также снизу вверх. Подтягиваю ее и укладываю на край вышивки. Обрабатываю таким способом весь край обоих вышивок. Сшиваю обе части между собой, и вот крутая брошь готова. Вот такая поп-арт брошь у меня получилась. Она была проста в исполнении, так как я делала только вышивку гладью. Она получилась забавной и необычной. Так что не бойтесь экспериментировать, и у вас все получится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх и звоните в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем творческих успехов! С вами была Нелианда. До новых встреч!